Привет, я Нергиз. И сегодня я буду снова рисовать портрет цветными карандашами. Процесс буду объяснять. Но вначале я уберу всю грязь с листка. Ищем нужный референс. Рандомный, просто что понравится. Вначале я всегда намечаю простыми формами, такими как круг. После уже прорисовываю глаза. Мне легче всего начинать именно с глаз. Нос я намечаю ромбиком, а уже потом его прорисовываю. Заранее говорю, что у меня нет цели рисовать прям в точь. Я не учу этому, просто делюсь своим навыком. Переходим снова к рисунку. Там скетч, я думаю, особо объяснять не стоит, но если вы другого мнения, то дайте мне об этом знать. Волосы я рисую по общей форме, проще говоря, как вижу, так и рисую. Но для некой красоты я добавляю различные прядки. То есть прядь, которая торчит, либо же как-то красиво извивается. Все в этом духе. Открываем свои залежи карандашей и ищем там темно-коричневый цвет. Им я прорабатываю весь контур. Делаю где-то темнее. Как по мне, это один из самых крутых цветов. Он идет абсолютно ко всему. То есть им можно делать все. Рисуем им также тени, но главное вначале их не перетемнить, потому что, я уже говорила об этом, будет избавиться тяжело от грязи. Так, чисто слегка мы наметим их, а уже другими цветами будем дополнять. Красный я использую на глазах и на тенях. В глазах именно там, где слизистая. Опять же, лишь слегка надавливаем. Затемнить мы еще с вами успеем. А вот тут уже мой косяк, я не засняла процесс глаз. Для глаз я использую красный, оранжевый и коричневый. Использую их по мере того, какой цвет я хочу получить. Здесь у меня более красно-оранжевый оттенок глаз, поэтому добавляем их в большей степени. Также не забываем про место для бликов. Это очень важно. Про глаза я сниму отдельное видео именно цветными карандашами. Фиолетовый я использую как дополнительный оттенок, прорабатываю зону глаз, так как если мы посмотрим на наши глаза, то мы увидим именно этот цвет. И также наносим этот цвет на руки. У нас там он тоже имеется. Его я добавляю около в зону костяшек, там где тени, и просто поверх, чтобы добавить оттенок. С волосами у меня тут вообще веселуха, тут я отрываюсь вначале, просто добавляю различные оттенки, которые мне нравятся, в моем случае здесь более холодные. Делаю это для того, чтобы когда я рисовала блик, он был не просто белым и пустым, а более цветным, так сказать. Также я добавляю коричневый и места, где я считаю уместным. Потом беру черный и уже перекрываю почти все волосы именно им. Но я оставляю такой, знаете, полупрозрачность, чтобы как раз таки те цвета, которые я наносила ранее, были видны. А в каких-то местах прям делаю более темный. Обычно, где находится у нас тень, там я затемняю прям сильно. Тут главное не закрасить сам блик, потому что черный карандаш вообще, мне кажется, нереально убрать. На конце волос я добавляю тоже коричневый, темно-коричневый, чтобы рисунок был не полностью черным. Этим же черным я прорабатываю глаза, так как они из-за того, что я уже нарисовала более темные волосы, они потускнели и стали более невзрачными. Поэтому я добавляю черный оттенок.
Добавляю туда там, где реснички, на сам глаз и рисую различные детали. Как обычно, я в конце работы добавляю те же цвета на те же места, чтобы рисунок был более ярким. В качестве бликов на аксессуарах, либо же на ногтях, глазах я использую белую краску. Добавляю детали и все. Надеюсь, вам понравилось и оно было как-то вам полезно немножко. Так что ждите видео с глазами. Я хочу подробно как-то рассказать про них, как я рисую именно глаза карандашами, ну цветными именно. И до новых видео. Пока!